Այդ պատմական հայրենիքի փնտրտուքի մեջ ես կարծում եմ, որ այն շրջանակները, որոնք որ պատմական հայրենիքի փնտրտուքի մեջ են Ադրբեջանում, պետք է շատ չտարվեն դրանով, որովհետև կարող է պարզվի, որ պետք է Ալտայում տեղափոխվեն իրանք ապրել օրինակ։ Բայց Ալիևը Алин Симонян жестко прошелся по Алиеву. Спикер парламента Армении Алин Симонян остро отреагировал на недавние высказывания Алиева о возвращении в Западный Азербайджан. На брифинге для журналистов он заявил, слишком усердный поиск азербайджанцами их исторической родины может привести к тому, что им придется возвращаться на Алтай. Эта фраза привлекла внимание, когда Симонян подчеркнул, что его комментарий – это предостережение для азербайджанцев не увлекаться фантазиями о поисках исторической родины. Он добавил, что в проекте мирного договора нет никаких пунктов о возвращении азербайджанцев в Армению, что ставит под сомнение все подобные утверждения. На брифинге Алин Симонян также затронул и другие важные события, о которых стоит знать. «Мяч давно на поле Азербайджана», — заявил Алин Симонян. Спикер парламента Армении Алин Симонян заявил, что если Азербайджан не имеет территориальных претензий к Армении и его лидер действительно стремится к миру, то мяч уже давно находится на поле Азербайджана. Армения готова к подписанию мирного договора и ожидает реакции официального Баку по поводу того, где и как будет обсуждаться этот договор. Симонян подчеркнул, что различные международные партнеры уже предложили площадки для этих переговоров, и мировое сообщество ждет конкретных шагов от Азербайджана. Симонян также затронул обвинение Азербайджана в том, что в Конституции Армении содержатся территориальные претензии. Он назвал их необоснованными, отметив, что именно в Конституции Азербайджана есть пункты, которые предъявляют претензии не только к Армении, но и к другим странам региона. Армения, со своей стороны, демонстрирует политическую волю к заключению мирного договора и стремится к его скорейшему подписанию. «Мяч давно на поле Азербайджана», — повторил Симонян, отметив, что Армения уже передала азербайджанской стороне 10-й пакет проекта мирного договора, в котором согласованы 13 статей. Еще 3 статьи находятся на стадии частичного согласования. Он напомнил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно призывал Баку подписать договор по согласованным пунктам, но азербайджанская сторона заявила, что не подпишет договор, пока не согласованы все его статьи. Симонян выразил обеспокоенность тем, что на пути к подписанию окончательного мирного соглашения остается препятствие в виде отсутствия политической воли со стороны Азербайджана. По его мнению, при наличии воли подписать мирный договор можно было бы уже сейчас, по уже согласованным пунктам. Он также отметил, что Армения призывает международное сообщество обратить внимание на необходимость разрешения вопросов, связанных с военнопленными, удерживаемыми в Азербайджане, и с территориальными претензиями президента Азербайджана. Спикер подчеркнул, что армянская сторона готова к диалогу и пытается понять позицию Азербайджана, но успех переговоров зависит от профессионализма и наличия политической воли с обеих сторон. В завершении Симонян напомнил, что различные международные игроки, такие как ООН и ее партнеры, уже предлагают свои платформы для обсуждения мирного соглашения и призвал Азербайджан больше прислушиваться к предложенным инициативам. Ожидаем дальнейших комментариев и подробностей от спикера парламента. Отметим, что сегодня на заседании НС Армении прозвучали следующие заявления. Да, у нас есть оружие армянского производства. Да, у нас есть серийное оружие 5-го поколения. С таким заявлением выступил депутат Национального собрания Армении от правящей партии «Гражданский договор» Армен Хачатрян. По его словам, этот вопрос волнует многих граждан. Он отметил, что на сегодняшний день военная промышленность стремительно становится одной из важнейших сфер экономики, науки и безопасности. Депутат также добавил, что внимание к ВПК за последние годы увеличилось в десятки раз, что подтверждается увеличением бюджетных средств, выделяемых на эту отрасль. Армянская ассоциация юристов подала жалобу в рамках программы глобальных санкций Магнитского против связанного с президентом Турции Реджепом Таyyipом Эрдоганом военного подрядчика Sadat International Defense Consulting, заявив о нарушениях прав человека. В жалобе, которая была подана 18 сентября, утверждается, что Sadat вербует связанных с террористическими группами наемников и направляет их в зоны конфликтов, такие как Нагорный Карабах, Ливия и Сирия. В частности, утверждается,
что эти наемники были причастны к нарушениям прав человека во время наступления Азербайджана в Нагорном Карабахе в 2020 году. Садат также обвиняется в вербовке несовершеннолетних в сотрудничестве с турецкими военными и разведывательными службами, что подразумевает потенциальное участие государства. Садат – первая в Турции внутренняя военная консалтинговая фирма и военизированная организация, была создана бывшим помощником Эрдогана Аднаном Танрыверди и 23 отставными военными офицерами 28 февраля 2012 года. Согласно учредительным документам, миссия Садат заключается в том, чтобы сделать исламский мир самодостаточным с точки зрения военной мощи. Согласно отчету, Садат вербовал сирийских наемников для Нагорно-Карабахского конфликта. 2 сирийских наемников в конечном итоге были схвачены и предстали перед судом в Армении. Кроме того, наемникам, как сообщается, было поручено совершать многочисленные нарушения прав человека в Нагорном Карабахе. Аль-Шхер, один из захваченных наемников, подтвердил, что сирийским наемникам, отправленным в Нагорный Карабах, обещали дополнительно $100 за каждого убитого армянина сверх зарплаты в $2000. Читаю заявление пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизади и не могу удержаться от сарказма. Видимо, в Баку опять решили сыграть свою любимую роль жертвы, обвиняя всех и вся в антиазербайджанской пропаганде. Миссия ЕС антиазербайджанская. Да ладно. Может, все дело в том, что миссия просто фиксирует то, что Азербайджан не хочет, чтобы кто-то видел. Милитаризация Армении их беспокоит, но забывают упомянуть, что это Азербайджан годами наращивал вооружение, устраивал блокады и не стеснялся в агрессии. Они говорят, что ЕС игнорирует законные интересы Азербайджана. А какие это интересы? Позвольте спросить. Захват территории, блокада целого народа и постоянные угрозы. ЕС сюда не для того приехал, чтобы обслуживать амбиции Баку. Задача миссии – следить за миром и стабильностью, а не разыгрывать по нотам азербайджанский сценарий. Особенно понравился момент, где они обвиняют Армению в милитаризации. Вот уж действительно, кто бы говорил. Это же Азербайджан буквально недавно устраивал парады своих новейших вооружений и не стеснялся раздувать военную риторику. А теперь, когда Армения получает средства на свою оборону, это вдруг стало угрозой национальной безопасности. Какая неожиданность! Слушайте, а может, вместо того, чтобы кричать про угрозы и обвинять всех вокруг, стоит просто перестать вести агрессивную политику? Ну, конечно, для Баку проще продолжать перекладывать ответственность на других. Ну что ж, наблюдаем дальше за этим цирком. По этому поводу отметим следующее. Турецкий поставщик оборонной продукции Эсилсен поставит Азербайджану оптико-электронные системы наблюдения и наведения Эсилфлир-500, а также управляемые ракеты «Толун», которая является классом воздух-земля с дальностью полета до 101 км. Обе системы предназначены для недавно закупленного Баку дальнобойного ударного беспилотника «Акинчи». И после всего этого из Азербайджана еще поступают претензии в стиле «Армения милитаризируется». Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить самые важные новости мира и нашего региона.